И я свозила берцы в Капком. Я думала, это в каких-то, типа, дурацких фильмах бывает. Боже мой, я на чем вообще подписалась? Какая-то вообще дичь происходит. В смысле, зачем им это? О, прикольно, похоже. По 100 сообщений в день на одной фотке. Ты не Джилл, ты Элис, ты не Джилл, ты Элис. Думаю, да я поняла. Нет, тупая модель через постель. И я такая думаю, да господи, а что это за постель такая, извините, а что вы тогда не попробовали? Привет, с вами Лава Лампа, это шоу «Первый левел». У нас в гостях Александра Зотова. Александра Зотова. Модель и стример. Игровой стаж 3 года. Любимые платформы Subar и PS5. Любимые игры The Last of Us, Alien Isolation, Little Nightmares. Фан-факт о себе. Узнала, что подарила внешность Джилл Валентайн лишь после того, как вышла Resident Evil 3. Модель, стример и Джилл Валентайн из Resident Evil 3 ремейк. Всем привет! Давай перейдем к главной теме. Расскажи, как ты стала Джилл Валентайн? Кто на тебя вышел? Как так получилось? Был кастинг. Мое материнское агентство мне сначала они спросили, хочу ли я поучаствовать, что пришел такой запрос на видеоигру. И что съемки будут в Японии. Я на самом деле не очень тогда была в теме видеоигр. Вообще не понимала, как там может пригодиться человеческое лицо, но то, что это было в Японии, меня как бы подстегнуло. Я, конечно, согласилась. И вот потом был долгий этап отбора. Как бы это был первый такой колл. То есть сначала собирают супер много людей, потом как бы отсеивают. А сколько примерно? Ну, когда я уже там была, агент уже принимающей стороны, японского агентства, сказал, что там было около 2000. Я не знаю, насколько это правда, но типа около 2000 кандидатур, и что там рассматривали. Это лонг-лист, да? Ну, Или они там вообще 10 тысяч человек отсмотрели? ну, просто вот он мне такую цифру назвал, не знаю, это лонг-лист или это типа, ну, это вряд ли Я так понимаю, шорт-лист. что сначала ты отсюда отправлял какие-то им данные. Ну, у каждой модели есть портфолио, какие-то видео-визитка, снэпы, где-то без мейка, без какой-то супер одежды, где видно твои формы, твою фигуру. Вот. Это отправляется, это типа первый колл. Вот. А потом вот заказчик попросил сделать задание и отправить еще раз, чтобы посмотреть, насколько вообще подходишь. Что за задание? Перечень был фото, поз, я сейчас боюсь соврать, но точно были фото, там с эмоциями просили какими-то определенными делать. У меня на самом деле до этого никогда таких требований не было к докастингу. Для меня это выглядело дико. Вот. Потом на видео также записать. Просили одеться в какую-то определенную одежду. Вот. У меня есть по этому поводу смешная история. Короче, просили, в принципе, одеться как Джилл. Вот, в игре. Майка, джинсы, скини-джинсы и типа берцев. А вот у меня не было такой обуви. И я, короче, вспомнила, что у нас в универе у ребят военка была. И я попросила у мальчика с параллельной группы, говорю, дай мне свои берцы. А мы уже тогда отучились, и то есть берцы там были вообще в непригодном состоянии, он уже там на сборы в них съездил. Ну, короче, он вообще не понял, зачем мне берцы, типа размера мужского. А ты их как-то отфотошопила или что? Да никак, зачем? Ну, просто, нет, просто я их надела. Вот. Потом я ему их вернула. А потом, собственно, когда меня подтвердили, и они попросили привезти, они попросили привезти одежду, в которой я была вот на этом материале, который досылался им потом. То есть ты поехал с ними, да? Да, я у него попросила опять берцы, он говорит, да, господи, да что ты с ним там делаешь? И я свозила берцы в Капком. Вот. Короче, он не был в Японии, а берцы его были. Но они, кстати, не пригодились. Тебе же, наверное, сообщили вообще что-то про то, зачем ты пробуешься, да? То есть ты не удивилась, когда тебе сказали, что тебе нужно как немножко актерское мастерство именно показать, то есть какие-то эмоции. Ты вообще к этому была готова? Нет, я не была готова, но как бы я, в принципе, понимаю, для чего делался докастинг, смотрели, насколько там модель двигается, просто, может, там
человек вообще деревянный, то есть не может там выдавать эмоции. Ну, то есть в процессе, когда мы уже работали, было понятно, зачем они это делают. Там же мы мимику снимали, оцифровывали, когда лицо. Вот, и там, если бы у меня, допустим, не двигалась какая-нибудь часть лица или какая-то, ну, какие-то, не знаю, нюансы были, то, ну, вряд ли бы я, наверное, подошла. Значит, в какой момент ты вообще узнала, о чем идет речь? У тебя там, не знаю, знакомые не догадались там по твоей одежде там или почему-нибудь? Нет. Или Я ты- узнала в момент, когда вышел трейлер в 2019 году в декабре. Тебе написали какие-то японцы, попросили прислать твои фоточки. Ты Ну, нет, съездила- не мне написали японцы, мне Да. Написал мой агент, с которым я уже много Ты- лет на Ты тот съездила момент... в Японию, и ты не знала вообще, чем ты занимаешься. Нет. Ага. И ты приехала в студию, но ты приехала в Капком, ты знала, да, название студии? Нет, я только потом поняла, что это был Капком. То есть они даже не рассказали тебе, что это их офис, или там логотипа не было, или там где-то какой-то тайный склад? Нет, вообще все мое путешествие в Японию, оно такое какое-то с нюансами, там вплоть перелет у меня был очень странный, самый страшный, наверное, в моей жизни, когда я летела туда. Просто я никогда такой паники не испытывала. Турбулентность была или что? Ужасная. Мы типа зашли на посадку, шасси докоснулось до земли. Был огромный самолет, ну, то есть как бы на такое расстояние. Я в окне увидела, что там деревья просто вот, ну, в горизонтали. Там был какой-то суперский, я не знаю, ну, это, в принципе, наверное, нормально для той местности островной. Был шторм, да? ураган? Шторм какой-то, да. Мы с какое-то там расстояние проехали по этой полосе, и потом резко поднялись. Было ужасные какие-то чувства в животе. Вот. Потом, значит, вот эта история, что... Вы пошли на второй круг? Да. Мне просто интересно, чем все закончилось. Ну, я долетела, я отснялась, я, в принципе, вот с вами Нет, я сейчас. понимаю, да, что ты выжила, но... У меня еще какая-то очень соседка была паникерша. Как бы она начала себе что-то капать, типа капельки какие-то в стакан и кричать: мы разобьемся. Я думала, это в каких-то типа дурацких фильмах бывает. А я просто вот была супер на панике. Хотя не боюсь летать, в принципе. И через проход сидел мужчина, я его за руку беру и говорю: скажите, пожалуйста, что все будет хорошо. Ой, ну, было страшно в тот момент. Так, ну, значит, ты прилетела. Я прилетела, и было все супер классно. Как бы обычно там не церемонится, в принципе, с моделями. Ты можешь с самолета прийти, и тебе сразу говорят: ну, приезжай в студию там сниматься. А тут получается такой перелет, ты летишь назад во времени или вперед, не помню. Так, там плюс. Ты летишь в плюс. Короче, был жуткий В джетлаг. Японии ты в следующий день вроде летишь, по-моему. Да. Был жуткий джетлаг. Мне дали отоспаться. Мне дали там несколько дней на экскурсии. Я там все посмотрела. Съездила в другие города. По Осаке погуляла, по Киото. Вот. И потом за мной приехали. Ну, у меня там было контактное лицо, как бы принимающая сторона, агент японского агентства. И вот он там везде мне помогал, координировал. И он, собственно, приехал за мной в день съемки. Вот, забрал. В общем, за мной приехали, меня привезли на какую-то локацию, меня пересадили в другой вэн. Потом, значит, меня там какой-то шухер начался, что-то я такая сижу в одной машине, и что-то как-то какая-то суета прям происходит, я чувствую. Но я пересаживаюсь, не помню, был со мной этот агент или нет, или он потом подъехал. В общем, меня передали кому-то, меня завезли на парковку, по-моему. На парковку и попросили, типа, kindly надеть капюшон, и шарф у меня был. И я такая думаю: боже мой, я на чем вообще подписалась? Какая-то вообще дичь происходит. В смысле, зачем им это? Ну, страшно было в тот момент. Но потом я зашла через паркинг-лот, по-моему, и вот в... Они объяснили, зачем это было нужно? То есть, как бы, зачем нужно было скрывать? Я, твою если честно, внешность? не спрашивала, потому что я была в шоке. Я не спрашивала, мне кажется. Вот. Ну, потом мы встретились с представителями. Честно, я уже... Ну, это как бы такое в порядке вещей. Не то, что там меня заводили в платке, а в порядке вещей, что как бы ты приходишь, и очень много людей, не всегда там удается всех запомнить, потому что было супер много. Помню, что как бы все там друг с другом знакомились, там у них так вот они двумя руками передавали друг другу визитки. Вот. Ну, потом меня подняли в студию.
загримировали, нарисовали мне точки на лице. И мы пошли сниматься. Строго было с тем, чтобы со мной никто не разговаривал, кроме переводчика. Ну, мне сказали, что там никто не знает английского, кроме переводчика. Какой-то парень пытался что-то на ломаном английском сказать, но, по-моему, у них там была установка, чтобы со мной никто ничего не говорил. Почему? Ну, не знаю, чтобы я не узнала, наверное. А ты NDA же подписывала, наверное? Ну, или нет? агент мой, да, через агента подписывали. То есть ты даже не могла никому сказать, что в Японию летала, или можно было там... Нет, это могла, ну, потому что мне же там сильно много информации не говорили. Мгм. И сколько продолжались съемки? Ну, съемки один день были, и там досъем еще небольшой был. Ну, недолго. То есть им нужно было, по большому счету, Отсканировать наверное, лицо. стоит объяснить зрителям, что ты в игре, это как бы не сама играешь эту роль, Нет. ее играет другая актриса. Я участвовала в сканировании, в 3D-сканировании внешности, именно лица, тело не мое. А motion capture и voiceover делала Николь Томпкинс. Она похожа на тебя внешне? Когда я брала интервью у одного из актеров, который озвучивал Немезиса и делал, по-моему, motion capture для Немезиса и для Николая, как бы у него такое кредо, что вот тебе дана внешность, ты актер, и ты можешь сыграть какое-то определенное количество ролей. А вот motion capture тебе дает, раскрывает перед тобой вообще необъятные горизонты. Ты можешь сыграть кого угодно. Стоит оговориться, что у меня не было игрового опыта. И он был там лет в 5 условно. Я застала его, эти 8-битные игры на Сюборе. Вот. И как-то вот графика игр у меня осталась на том примитивном уровне. И я подумала, человек, чего, Ты на что... тот момент не знала, насколько уже реалистичны игры? Мне на съемке показали Call of Duty, что ли, там Кевин Спейси, по-моему, да, был? Вот Да. они мне показали, и я такая, о, нифига себе, как похож. Прикольно. Я такая, это буду я. И я говорю, ну а что за игра-то? Они говорят, ты узнаешь. Я говорю, ой, да ладно. Ну просто иногда бывает в модельном мире, что тебе не всегда там высылают фотки, которые ты просишь там, ну, по итогу. Думаю, забудут. Они говорят, нет, тебя найдут журналисты. Я говорю, меня? Журналисты? Так кому я нужна вообще? Какие журналисты? Игровые. Я говорю, игровые? Да ну где я и где игры? Какие игровые журналисты мне будут писать? Тебя будут искать. Типа investigation. Они будут проводить. Я думаю, ой, ну не хотите типа говорить? Да и не надо. Чего вы это сказки придумываете какие-то? Получается так, что ты на тот момент, ну, для тебя это было просто какое-то, ну, еще одна работа, ты там, примерно какими-то намеками тебе все-таки показали, что это, наверное, что-то будет крутое, раз ты вот говоришь, что журналисты найдут. Значит, Ну, мне говорили, я просто это не восприняла. Типа, всерьез. даже тогда не думала, что это, да, что это как-то они серьезно говорят. И потом, получается, пауза была долгая. Да. Ты вообще ничего не знала, Нет. ты уже начала забывать про это Да. все. А тебе кто-то, когда вышел там первый трейлер, Да. игры, тебе кто-то сообщил, что вот смотри. Мне написали, прислали ссылку. И какая была твоя реакция, когда ты увидела? Ну, я посмотрела такая, о, прикольно, похоже. Потом отправила подруге, она не геймерша, и она пишет, нифига себе, да ты чё? Я говорю, а чё? Она такая, так это ж это, ну, типа, «Обитель зла». Я говорю, ой, стой. Я почему-то знала, что вот фильмы «Обитель зла», я вот только их знала, они основаны на видеоиграх. Не знаю, откуда я это знала, но, в общем, была у меня такая информация в голове. Вот. И я такая думаю, а как это, подождите, это какая-то новая. Начала разбираться. Вот. И, в общем, разобралась потом чуть-чуть. Как ты относишься к тому, что Capcom, ну, продолжают использовать Джилл в той внешности? Это вообще предусмотрено контрактом изначально? Ну, не могу говорить об этом. Ты не можешь говорить, он еще действует. Конечно. То есть там на много лет вперед подписан. Ну, просто вышел анимационный фильм недавно по Резику, и там Джилл похожа на тебя по-прежнему. Наверное. И это является... ты не смотрела? Нет, ну я трейлер это видела. Это является частью того контракта еще по-прежнему. Не могу сказать. Не можешь сказать. Он же не везде вышел еще. Я думаю, что
исходя из какой-то пиар и маркетинговой стратегии, они, конечно, неспроста меня взяли. Вот. И еще потом я думала, что Хелену Манковскую тоже неспроста взяли. Потому что Хелена была на каком-то фильме дублершей Милы Йовович. То есть они тоже с ней похожи. Типаж. А ты фильмы с Милой смотрела вообще в целом? Ну да, какие-то смотрела. Какие? Первые? По «Президенту»? Да. Ну да, не знаю, все, не все. Ну какие-то смотрела, не очень помню сюжет. Я понимаю, что она не Джилл. Я только поняла это, когда начала готовиться к интервью с «Дождем». Такая, так, подождите. А потом мне просто кто-то надоел с этими комментариями. Я же даже отключила, чтобы мне уведомления приходили. А мне просто по 100 сообщений в день на одной фотке: «Ты не Джилл, ты Элис, ты не Джилл, ты Элис». Думаю, да я поняла. Ну, поняла я вас. Ну, успокойтесь. Ну, то есть то, что я... Больше похоже на Элис из фильма, а не на Джилл. В оригинале там как бы еще 2 лагеря. Это отдельная история, как бы, когда увидели мое лицо, и что есть всегда алды, которым нравится оригинал, да. Ну, большая часть выросла, наверное, на Джулии Вотт, хотя там еще Инеш была, если я правильно сказала, вот, в самый первый. Вот, а в ремейке уже была Джулия. И вот как бы долгое время кто-то меня не принимал. Хотя потом очень тоже интересно, что кто-то в комментариях писал: «Ой, это мне вообще сначала не понравилось». А потом я такая посмотрела, такой, типа, нормальная вообще девчонка. И, в принципе, ты подходишь под эту роль. Тебе приятно, наверное, было это слышать? Ну, конечно, приятнее, чем говорить там, типа, какие-то неприятные вещи, там, связанные с внешностью. Вообще не понимаю, кто критикует за внешность. Тебя прям критиковали за твою внешность? Или просто прибегали люди, которые там: «Ой, ты не похожа»? Ну, не похоже тоже было, но были... Просто Джилл. Вот когда игра только вышла, вот самый резонансный момент был, там прям такие грубости писали. Просто вот, ну, тогда первый раз столкнулась вообще с таким вниманием и с таким количеством хейта, то есть ни за что. Я думаю, что когда тебя кто-то критикует, ну, хотя бы за что-то, я думаю, блин, а за что? Не было понятно мне, что как бы люди просто высказывают свое мнение, и ты даже не париться, там, будешь ты переживать по этому поводу или нет. Но обидно было, конечно. А ты переживала? То есть ты да, это все записала на свой счет все-таки? Да, конечно. А ты не думала написать им: «Ребят, меня позвали, я отснялась, я даже не знала»? Да зачем вот это оправдываться? Нет, там были такие истории, были что-то из разряда... Теории заговора? Нет, тупая модель через постель. И я такая думаю: да господи, а что это за постель такая, извините? А что вы тогда не попробовали, если там как бы так все делается? Ну, приятного мало. Но это все со временем как бы отпало. Вот говорю, что были и такие прецеденты, что люди, которые сначала писали, там, если не условную грязь, то, ну, там, то, что не очень-то это как бы приятно, то потом они резко поменяли свое мнение. Ну смотри, ты до этого не играла в ретик, я так понимаю, что ты решила углубиться в тему, то есть приблизиться к бренду. Я читала информацию по этому поводу, а вот чтобы играть, это вот как раз-таки меня Виталий, молодого человека, на YouTube-канал ЧД, Виталик меня надоумил, говорит: пострим. Я говорю: что это такое? А он говорит: ну поиграй, и типа люди посмотрят. Я говорю: нафига им это надо? Он говорит: да ты чё, ну это ж прикольно, ты типа сама в себя будешь играть. Ну, я очень скептически к этому относилась. Думаю, это ж мне где-то игру покупать. Это как-то... У меня ноутбука-то не было. Я такая с айпадом везде. Ну, что, я путешествовала постоянно. Думаю, блин, какая-то вообще идея такая странная. Очень сложно что-то мне. Я бы без него не начала стримить. То есть он там по 4 часа мы в Дискорде созванивались, настраивали этот звук, настраивали картинку, потому что был хлипкий ноутбук, который, в принципе, тянул игру, но как бы я сейчас понимаю, что должна быть достаточная мощность у аппарата, чтобы он еще и вытягивал стрим. Вот, а как бы там еще какие-то чаты читать вообще. Я так понимаю, что ты с тех пор начала регулярно стримить. Ну, что у тебя можно и так сказать, да. Телеграм-канал,
где ты анонсируешь стримы и даже еще постишь игровые новости, прям стала игражуром немножко. Ну, не игражуром, я их просто репощу, я не прям сама их пишу. Но ты репостишь же их со смыслом, с пониманием, что Ну, важно. с пониманием, Ну, я больше акцентирую внимание на то, что мне самой интересно, как бы, что там, во что мы играли, если это какой-то ремейк. Ну, то есть играли на канале, и там моя аудитория в курсе, что либо какой-то прям супер AAA тайтл, что ну, надо обсудить. Киберпанк там. Ну, да. Сколько ты занимаешься конкретно стримами уже? Ну, канал я создала 8 апреля 2020 года. Первый стрим у меня там был 12 апреля. Вот. Ну и, собственно, сколько? 3 с лишним года То я есть стримлю. это для тебя еще было такое ковидное занятие? Я думаю, что, в принципе, как бы весь вот этот ажиотаж, он произошел из-за ковида, да, потому что люди сидели дома. Я потом очень много писем получала от фанатов Резидента, что там «спасибо тебе большое за твои стримы». Хотя это я сейчас на 2 языках разговариваю, там процентов, наверное, 70 дублирую на английский. Ну, да, просто... я посмотрел несколько фрагментов твоих стримов, как раз хотел про это спросить, как ты вот так вот двуязычно стримишь. Не думала ли ты разделять, там, делать англоязычный стрим, русскоязычный стрим? Ребята, guys, I need to refresh my mug because it's empty already, because I upgraded my звездочка. Я, короче, чуть-чуть, чтобы поболтать, я начала раньше, запустила игру, значит, проапгрейдила звездочку. Сейчас попробуем методом Блатьеникса победить этого мишленовского чувака. Ну, в силу занятости я не могу, типа, делать... ну, как бы в 2 раза больше стримов. Первый стрим, это было супер тяжело. Я была как на экзамене. Я человек, который не играл в видеоигры, ну, играл там в своем каком-то детстве. И вот сейчас меня, типа, так вот на середину катка бросили, на середину пруда. И еще плюс вот это внимание, все в чате, там было просто очень много людей, чат бежал, там я просто не успевала. Потом мне подсказали, что есть, типа, платформа, где люди пишут сообщения, ну, типа, с донатами, то есть, ну, туда не все попадают, ну, люди, которые там способны что-то там тебе задонатить, и это как бы отсеивает. Но даже там у меня стрим был 1,5 часа, даже там каждую ну, там 90 типа сообщений за весь стрим, я помню. То есть минута, то есть ты все равно сидишь и читаешь чат. И как-то у меня так повелось, что у меня это не про игры больше, а про общение стримы. То есть я-то, в принципе, играю, но я очень много уделяю внимания чату, что многих бесит. И вот это вот я встречаю в комментариях. А про билингвальные стримы, ну, тоже мне пишут, кто-то очень приятно пишет, что «Ой, я учу английский». Я, хотя, конечно, по этому поводу очень скромно оцениваю свои знания, потому что я думаю, блин, ну вот люди ориентируются на меня, я же столько там грамматических ошибок делаю. Ну, кто-то вот учит английский, Это а кто-то русский. Это же устная речь. Ну, устная речь, ну, в принципе, да, все понятно. Какие у тебя вообще впечатления были? Я так понимаю, что это был чуть ли не первая твоя вот современная игра в третий редик, а это как бы достаточно сложная игра. Какие у тебя были вообще первые впечатления от этого? То есть Ну, я вообще в шоке была от графики. Думаю, ничего себе, как типа все реалистично, как это все поменялось за столько лет. Если честно, признаться, я никогда не говорила это, но на первом стриме у меня как раз Виталик сидел на ухе, как в универе, когда экзамены иногда сдаешь. Вот. И он мне говорит, вот туда иди. Потому что, ну, я была, ну, просто как бы потерянная. Я даже на кнопки не знала, на какие нажимать, типа, каким ружьем там, что, чего, там до сих пор все надо мной смеются, как я там, каким-то супер редким ружьем и самым сильным магнумом коробки стреляла. Ну, типа, мне было пофиг чем. Ну, и я такая, ну, вот есть вот это, нафига оно лежит, ну, надо. И вот как бы вот это вот перемещение в локациях, как бы, ну, просто вопрос был в многозадачности, потому что
У меня отваливались стримы, потому что там что-то выключалось, и я как бы все за это переживала. Плюс еще люди пишут, им же надо отвечать, ну, их же, ну, как бы в моем понимании, ну, плохо игнорировать. Люди тебе пишут, а ты такая, типа, не читаешь. А там было невозможно, правда, прочитать. А ты без стримов не играла? Нет. Я запустила один раз игру и прошла там ее до этих трансформаторов, что ли. И что-то какой-то видос записала в Инстаграм, помню. Ну, и там звук был. Мне просто до сих пор все говорят, что я, типа, наигранно вот эти вот все эмоции там из себя выдавливала. Ну, нет. Нет. И вот я как раз вскрикнула, есть запись еще в Инстаграме, мне кажется, у меня, что я вскрикнула, когда там что-то, какой-то кат-сцена пошла, и что-то, какой-то звук резкий был. Вот. Ничего я, короче, не... Тебе люди написали, а что не стримишь? Не, ну, я уж не помню. Ну, просто я вот помню, что как бы основным двигателем начать, ну, постримить конкретно эту игру, там мне не было заделов на будущее, что я вообще великий стример, потому что я с этим делом даже знакома не была. Я только потом начала смотреть там, что вот есть другие стримеры, есть другие даже жанры. Вот. Просто как бы мне Виталий объяснил, что, говорит, фанаты будут просто в восторге, если ты это... Ну, люди писали, вот русскоязычные фанаты писали, типа, о, будет классно вообще посмотреть там на твое прохождение. Такая, думаю, ну, если просят, ну, давайте попробуем. А тебе писали что-нибудь странное после вот того, как ты прославилась? Странное, в смысле, грубое? Ну, может быть, не грубое, может быть, какие-нибудь там совсем необычные просьбы были. Не, ну, странное, конечно, писали. Кто-нибудь там дышал в трубку ночью? Нет, такого нет. А на улице узнавали? На улице узнавали за границей. Здесь тоже, ну, в России узнавали, но только я об этом узнавала, ну, как бы мне об этом писали потом уже на стриме, что, о, я тебя там-то видел. А узнавали за границей прям вот по игре, то есть, о, это ты, Джилл Валентайн идет Да. по улице. Офигенно. Ты стала, получается, геймером, и достаточно уже в какое-то количество игр наиграла с тех пор. У тебя появились, видимо, какие-то предпочтения. Вот какой у тебя сейчас любимый жанр? Ну, прям вот один выделить не могу, но для меня открытием в свое время было вот интерактивное кино, как раз-таки вот Detroit Become Human. Если меня поразила графика в 3-м ремейке, то Detroit Become Human, как бы она хоть и раньше вышла, 17 или 19 год, но там у меня просто вот так вот было. Думаю, как это вообще? Это прям каждая пора видна. Это ж как вообще потрясающе. Потом я еще была удивлена, насколько типа там разветвление идет. Это ж как вообще можно такую игру сделать? Это ж сколько работы. А ты пробовала перепроходить какие-то куски и менять сюжет? По-моему, да, потому что у меня там постоянно все умирали. И я такая, так, нет, давайте переиграем. По-моему, в Детройте такое у меня было, да. Иначе там бы мы, конечно, за один стрим закончили. А другое интерактивное кино ты пробовала какое-нибудь? Heavy Rain. И как тебе? Ну, мне понравился, но просто как бы... Уже шаг назад. Шаг назад, да. Потому что эти игры очень быстро устаревают. Да. То есть у тебя любимый жанр интерактивное кино. Ну, один из. И я так понимаю, что ты после этого еще завела PlayStation и попробовала игры Sony, вот эти вот кинематографичные все, потому что Детройт ты на ПК играла или на ПК. На Причем ПК. я даже начинала на этом хиленьком ноутбуке, он выдержал. Ему вообще памятник, мне кажется, нерукотворный можно. А потом завелась консолью. Потом мне подписчики помогли с помощью донатов собрать компьютер первый. Только потом была консоль. Через год после компьютера. Я вот думаю, приходить на The Last of Us или Блин, можно этот момент? Еще одна область, которую ты задела по касательной, это косплей. Или не по касательной. Ну, наверное, по касательной больше подходит. Наверное, по касательной. Ты немножко занялась косплеем, и кого ты в основном косплеишь? Ну, у меня было мало косплеев, но вот, наверное, основное это по резику у меня было несколько персонажей.
Первый мой косплей был это леди Димитреску. Нет, наверное, самый первый косплей это был плохой косплей Джилл Валентайн, мне кажется. Почему плохой? Ну, потому что он мне не понравился. Или нет, не помню точно. Но вот из таких прям серьезных, ну, на мой взгляд, это леди Димитреску, потому что я уже тогда заморочилась прям заранее, как это положено, заранее посмотрела там все арты, которые были доступны, все ролики до релиза игры, чтобы в этот день, в день релиза, поиграть, постримить прям в косплее. Вот, нашла швею, мы там с ней работали вместе, примерялись несколько раз, там что-то переделывали, вот. И, собственно, вот там вот этот цветок сама лепила. Потом шляпу я не нашла подходящую, нашла шляпу с какими-то белыми полями, но я это все выкладывала в Инстаграм. Нашла какой-то баллончик с краской, ну, для ткани, шляпу красила баллончиком. Ну, мне кажется, это нормально для косплееров. Я просто ни с кем вживую так не общалась. Я смотрела только интервью ваше с Аней Молевой, но это, конечно, мое почтение. Снимаю шляпу, это, ну, я там рядом не стояла. Просто так побаловалась, мне кажется. Самый мой любимый — это косплей Энджи Беневьента. Вот там тоже мы с этой же девушкой-швеей работали, но это прям... Я не ожидала, что прикольно получится. Но мне кажется, что получилось прикольно, и я на данный момент считаю, что это самый классный мой косплей. А ты погрузиться в эту сферу прям с головой не хотела? Это, во-первых, сложно. Это супер затратно и по силам, и по средствам. Но я попробовала. Мне понравилось, я поняла, что это как бы... И я потом еще думала прям вообще завершить вишенкой на торте. У меня половина осталась, ну как, наполовину сделанный косплей матери Миранды. Вот, и я его не доделала, я уже на тот момент перегорела, я как-то себя прям опять загнала, что нужно очень хорошо сделать, и вот у меня не получилось. А почему ты просто, ну, как ты думаешь сама, почему ты перегораешь? Просто мотивации уже не хватает? И какой-то обратной отдачи меньше, чем ты ожидаешь? Или как это работает в твоей голове? Да, ну, силы элементарно заканчиваются. Ну, может быть, кстати, по отдаче тоже. Я вот думала, бывает еще так. Ну, конечно, Энджи Беневьента хорошо, прям куколка вот эта зашла. С Димитреской. Но какой-то был косплей, прям вот совсем дурацкий. Life is Strange. Я, по-моему, Хлою, что ли, косплеила. Что там, шапку и этот надела. Какой восторг у людей был. Ну, то есть там времени и трат, просто на 5 рублей. Вот. И времени вообще. А также, кстати, я, такой карикатурный косплей я делала последний на Atomic Heart. Ну, тоже там ничего серьезного, такое тоже. Балерину? Одну балерину, типа пионерка и бабзину я делала. Бабзину. Вот это самое необычное. Ну да. Ну, типа, очень быстро, легко, не заморачиваясь, и эффект был тоже. Ну, просто вот... Главное, что не торговый автомат вот этот вот. Была идея, была. А ты играла в Atomic Heart? Да. Прошла? Да. Прям целиком? Тебе понравилось? Да. Мне понравилось. Даже вот это вот суперсексуальный автомат? Нет, ну, конечно, там есть нюансы, которые, там, либо не нравятся, либо кого-то бесят. Но, как в целом, мне кажется, достойная игра. Что у нас наподобие выходило последние годы? Нет, это большое достижение. То есть гигантская франшиза, еще и на весь мир. А музыка какая? Музыка замечательная. Мне кажется, там, игра очень сильно, не то что выехала, но игра... Они угадали с музыкой. Но тоже только на определенную аудиторию. Иностранцам, конечно, вот это вот, мне кажется, они не поймут. Не, сама музыка дико популярна в России, во всех топах до сих пор. Это прям... Тут они действительно угадали. Когда ты столкнулась со всем этим вниманием, связанным в том числе с игрой, у тебя было много взаимодействия с различными медиа, в том числе прямо сейчас
там, интервью, о тебе писали новости, там, не знаю, игровые сайты о тебе все написали. Ты вот ходила, там, читала, там, не знаю, какие заметки о тебе пишут, что в комментариях пишут. Ты ходила, интересовалась? Просто вот эта вся геймерская тусовка. Да, по первости я интересовалась, там, какие пишут статьи. У меня еще тогда возник вопрос, да и после, когда я делала, вот совсем недавно делала косплей на Atomic Heart, новость такая, что вот Александра Зотова сделала косплей такой-то и фотки из моего Инстаграм. Это разве журналистика? Это считается новостью? Это просто на тебе собирают трафик. Перетаскивают твой контент на свою площадку, чтобы аудитория обсудила тебя 10 раз. Но большой комплимент, если пишет прямо твое имя в заголовке. Значит, уже кто-то его гуглит. Угу. Не, ну то есть это считается журналистикой, или это все-таки какой-то... Но это не журналистика, конечно. Просто копипаст? Нет, бывают новости, которые там, что-то произошло. Там, поезд сошел с путей, есть фотографии, это случилось. Там есть какая-то об этом информация. Ты сделала косплей, это тоже может быть новостью. Но в каком-то хорошим тоном было бы сходить к тебе, взять у тебя комментарий, чтобы ты рассказала, как ты сделала этот косплей. Но обычно им... Так это, в общем, работает. Обычно им это не нужно, видимо. Ну, вообще, как бы в их интересах медиа получить какую-то цитируемость. А вдруг ты про этот косплей расскажешь что-то интересное, и будет цитата, которую могут процитировать другие медиа. Вот тут просто трафиковая помойка берет твою фотку и собирает на ней самый простой и дешевый трафик, потому что зачем стараться? Понятно, спасибо, я не знала. Ты к этому негативно относишься? Ну, сначала мне не нравилось, потому что... Мне почему не нравилось? Потому что люди пишут, вот, что с Димитреску, кстати, был этот косплей, когда портал какой-то делает, значит, новость, что Александра Зотова сделала такой-то косплей. И, конечно же, там просто помойка в комментариях, что проходится по всей моей внешности, что там глаза не на том месте, не знаю, зубы, губы, все вообще не так. И я такая думаю, блин, я вообще-то на это не подписывалась. Как бы это, в моем понимании это даже, не новость. Это просто моя личная жизнь, которая поделилась в своем Инстаграме. Но я даже не просила их про это писать. Это, в глобальном смысле, это же не новость. Но они могли тебе такое в Инстаграме написать, по большому счету. То есть ты сделала что-то, выложила в интернет. Да, окей, но только ко мне люди, бывало писали, но... Просто в любом... Так-то воздух написать все, это очень смело и сразу. В любом случае, они же тебе и медийность тоже повышают. То есть, если твоя фотография... Плохой пиар тоже пиар? Если твоя... Так это неплохой пиар. В новости-то написано, что ты сделала косплей. В принципе, да. Что думают об этом люди? Есть люди просто там далекие от тебя. Они не понимают, что ты живой человек с эмоциями, и можно написать все, что угодно. У меня сегодня психотерапия. Есть Спасибо. люди, которые самоутверждаются на основе да, ты тебя. прав. Но, с другой стороны, если существуют медиа, которые считают новостью, то есть там как сидит какой-то новостной редактор и такой, блин, как классно, что она сделала косплей, давайте напишем об этом новость. Это же плюс. Потом кто-нибудь будет тебя гуглить, увидит кучу новостей про тебя и приложит тебе работу какой-нибудь. Поэтому в каком-то смысле это играет... Как бы самый главный вообще принцип, то, что не воруют, не забирают, не копируют, только плохое. То есть если что-то твое пытаются каким-то образом скопировать, утащить, спиратить, перепостить, то значит, ты делаешь что-то крутое. Значит, косплей хороший. Слушай, я с этой стороны об этом не задумывалась. Спасибо. Сеанс психотерапии Да, произошел. класс. Теперь переходим к блицу. Это вопросы, отвечая на которые тебе не нужно думать. Просто первая, да, мысль сразу же. Это может быть по итогу очень страшно, если не думать. Не бойся, просто мысль Вот какая более доступная мысль, с нижней полки или с верхней полки? Для тебя с верхней полки. Да. Мысль с верхней полки. В смысле, я придумал эту шутку только что, это экспромт. Первый вопрос. Какой игры на рынке тебе не хватает? Так это ж надо думать. Блин.
Можно быстрый ответ. Э, Еще одной игры с Jill Valentine. Побольше, наверное, русских игр. Вот, Сделанных в России. ну, как бы, да, русскими разработчиками. Вот, ну, ориентироваться пока, наверное, стоит на Atomic Heart, потому что ничего в последнее время такого не выходило. Побольше игр российского производства. Ну, чтобы русский геймдев ожил. Любимый видеоигровой злодей. Один мужчина, одна женщина. Злодей. Любимый или самый страшный? До если- чертиков боюсь мистера Икса. Мне Немезис не так страшен. Блин, злодей, наверное. Немезис вообще не страшный после Мистера Икса, потому что Мистер Икс это прям... Я, наверное, поэтому и не закончила второй ремейк. А злодейка... Ну, такая обаятельная леди Димитреску. подходит. Назови свой Dreamcast на роли Джилл Валентайн, Леона Кеннеди и Криса Редфилда для новой экранизации. Ну, это не те вопросы, над которыми думать не надо. Это ж надо... Ты можешь сказать, Джилл Валентайн я. Могу. Уже один. Так, ну мы просто мечтаем тут сидим, или мы Просто как бы... мечтаем. Можно взять, не знаю, дочь Милы Йовович. Она уже подрастает. Кстати. Я тебе подсказываю. Ну, в вымышленном мире, конечно, я, а в реальном мире дочь Милы Йовович реально, потому что она же сейчас Леон? снимается. У кого будет такой вот стрижка классная? Блин, еще у меня проблемы с этими именами актеров, но кто-то ж точно подходит под эту роль. Сейчас давайте, подождите, Кинопоиск по актерам. Безруков. Безруков. Петров. Кому идет стрижка под горшок? Почему под горшок? Он же такой. Ну, он такой, типа. Блин. Гослинг, ну нет. Ну, может быть, кстати. Ну, давай Гослинг. Это же твой фильм. Ну, подождите, это мой фильм, потому что я еще мне подготовиться надо. Я вот основательно. Гослинг, тем более, блин, Кена играет в последнем фильме. Какой Ничего он? страшного. У него широкий спектр. Вот это. Пусть От драйва Пусть до будет Кена. Гослинг. Я бы посмотрел такой резик. Короче, мы сейчас борщ наварим. Окрошки нарежем. И Крис. Крис, он какой-то такой. Да. Накачанный. Харди. Все. Идеальный фильм. Так, Sony Pictures подбирает актеров на свои фильмы. Клавиатура и мышь или геймпад? Клавиатура и мышь. ПК Боярин. И назови 3 своих самых любимых игры. Второй — это Last of Us. Little Nightmares. Первый или второй? А где там съели? В первый. Ну, наверное, да. Это второй не проходила? Проходила, я не помню просто. А там вторая зацикливает все, и история заканчивается. А, точно. У меня памяти нет. Little Nightmares. Plague Tale, наверное. Это все... Ну, мне еще и Detroit Become Human нравится. Мне вот много чего нравится. Киберпанк. Вот, надо 3 выбрать. Ну, давайте The Last of Us, Plague Tale и Little Nightmares. Отлично. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо Это было вам. познавательно и очень круто. И ты действительно очень похожа на Джилл. У меня прям это самое... У меня очень странное ощущение. Правда? Потому что, да, я играл в третий резик. Мы писали новости про тебя. Я помню, кстати, на ДТФ было прям... Ну, в целом, значит, по уровню комментариев, которые там обычно, там было прям обожание. То, что вау, наша девочка прорвалась, круто, здорово. Вот. Спасибо большое. Это действительно была классная, вдохновляющая история. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо, что позвали, и отдельное спасибо за сеанс психотерапии. Ребята, не забудьте подписываться на канал Лава Лампа и ставить колокольчик, и палец вверх, и комментарий напишите. Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. Было круто. Взаимно. Хорошо, сейчас. Подписчики.